Приветствую всех, кто смотрит это видео. Сегодня на Таро «Колесо года» смотрим тему его отношения к вам. Все, что он нам о себе расскажет, о его отношении к вам точнее. У нас будут определенные вопросы. Карты выложим мы рубашкой вверх. И будем потихонечку их открывать. Итак, вопросы сразу буду озвучивать. Смотрим его отношение к вам. Что думает о вас? Его чувства к вам. Как хотел бы действовать и как будет действовать. Какие у него на вас планы? Давайте смотрим, для чего вы с ним вообще встретились. Что вас ждет дальше, перспективу на будущее посмотрим. И к чему вообще все придет. Подытоживающая у нас карта. На дне колоды Император. Замечательно. Император — это уже громкая заявка. Так, давайте смотрим его отношение к вам. Девятка кубков. Карта «Счастливый пикник». Исполнение желаний. Отношение показано положительное. Дружеский настрой, готовность и открытость к общению, влюбленность. Определенные желания мужчины исполняются в отношении вас. Мужчина воспринимает вас как источник радости, счастья, позитива в своей жизни и связывает с вами положительные эмоции. Вы для него приятная компания, радость на душе, счастливое времяпрепровождение. Вот такие эмоции мужчина с вами связывает сегодня. Девятка кубков. Удовлетворенность жизнью. Вот и мужчина как-то в отношении вас чувствует сегодня себя удовлетворенным. Он может нежиться в лучах вашего внимания. Он доволен тем, что вы обращаете на него внимание, уделяете ему свое время. И вот на карте Божья коровка изображена. Давайте я вам покажу поближе. Символ исполнения желаний. Вы для него как та самая Божья коровка, которая исполняет его заветные желания, воплощает в жизнь его надежды и мечты. Он чувствует себя абсолютно счастливым сегодня от того, что вы есть в его жизни. Идем дальше. Его мысли о вас. Принцесса Пентаклей. Но здесь мужчина ждет жеста дружбы с вашей стороны. Известий ждет, думает о переписке. Но вот здесь на карте девушка, да, письмо пишет. Возможно, мужчина вам пишет что-то. У него в мыслях пообщаться, позвонить, поговорить о чем-то, дождаться от вас весточки, самому о чем-то вам сообщить. Он мысленно обращается к вам и опять же ждет знаков внимания с вашей стороны. Может быть, ему внимания вашего не хватает. В мыслях мужчина строит планы для того, чтобы узнать о вас получше. Он как будто изучает вас, изучает ваши прошлые моменты общения, делает из этого какие-то выводы. И это позволяет ему устроить планы на будущее, то есть просчитывать следующие свои шаги. Несмотря на то, что это пажик, но пажик пентаклевый, этот мужчина мысленно вас ценит. Он буквально готов носить вас на руках и сдувать пылинки. Еще одна карта, которая нам указывает на то, что мужчина лакомится своим счастьем от общения с вами. Пажик Пентаклей нам говорит, что у мужчины практичный интерес к вам, и в этом интересе есть все. И страсть, и влюбленность, и обычный, и простой земной интерес, который дает ему ощущение стабильного завтра. И в мыслях он робко и не смело, но движется или стремится к постоянству. Ему кажется, что он движется в правильном направлении, и он справится с тем, чтобы выстроить дорожку между вами. Дорожку дружественного общения. Общение, которое постепенно вас сближает. Но пажик Пентаклей опять же говорит, что мужчина больше на сегодня за вами наблюдает. Может быть, просто понимает, что он еще, допустим, не все ваши жизненные интересы изучил.
а может быть и не до конца в себе разобрался. Давайте посмотрим его чувства к вам. Рыцарь Пентаклей. Еще одна карта интереса. Но если в мыслях он пажик, в чувствах он уже рыцарь. И опять же, мужчина вас ценит, пентаклевая масть, и подчеркивает вашу важность для него. Он чувствует, что ваши отношения могут быть вполне стабильными. Отношения, в которых есть чувственность, нежность, физическое влечение, влюбленность. И все это в меру, все на одном уровне. По этой карте у мужчины может быть чувство того, что он встретил свою вторую половину. Женщину, в которой он может быть уверен или которой он может доверять. Женщину, с которой он может обрести свою жизненную стабильность. То есть он чувствует, что если долгосрочные отношения, то это именно вы. И если подытожить сейчас, то чувство мужчины какое? Умеренная страсть, умеренная влюбленность, сильнейшая ценность, осознанная необходимость женщины в его жизни и чувство полного удовлетворения, что с ним вот именно вы. Что хотел бы сделать в отношении вас? Как хотел бы действовать? 5 чаш. Давайте сразу откроем вторую карту. Как хотел бы действовать, как будет действовать точнее. Чтобы сразу понимать, да? Вместе их будем смотреть. 5 чаш. Как хотел бы действовать? Здесь мужчина хотел бы пересмотреть прошлое. Возможно, что-то из этого прошлого вернуть. Он о чем-то сожалеет. О том, что сделал, или о том, чего не сделал. А вот 6 мечей нам говорит, что мужчина уходит от прошлого и действительно хочет что-то изменить. Он как будто стремится к безопасному общению. И ищет сейчас новые берега взаимодействия. Конечно, мы дальше посмотрим, но 6 мечей может говорить о том, что мужчина, возможно, собрался отдалиться от вас. Но собрался отдалиться для чего? Чтобы пересмотреть вот эту вот 5 чаш нашу. Пересмотреть прошлое. Что-то обдумать. Именно то, что сделано не так. Или то, что для него, или для вас двоих опасно сегодня. Давайте посмотрим все-таки следующую карту, да, какие у него на вас планы. Мужчина что у нас делает? Отдаляется от вас или просто пытается уйти от какой-то проблемы или от прошлого уйти? Что-то исправить. Так, какие планы у него? 10 кубков здесь у нас. Но здесь уже 6 мечей нам говорит, что в действиях мужчины что-то изменить. Изменить именно ваше прошлое. И судя по 10 чаш, это переход на следующий уровень. Конечно, 10 чаш нам говорит, что в планах у мужчины строить с вами отношения. 10 чаш – это карта счастливой семьи. Говорящая карта, мужчина-женщина, счастливы вместе. Здесь у них и детки, кошки, собачки. Очень позитивная карта для отношений. В любом жизненном аспекте это позитивная карта. А тем более для личных отношений. В его планах сближаться с вами, мириться, если поссорились, развивать отношения. Просто, может быть, создать пару, вступить в отношения, если вы еще не в отношениях. Встречи, свидания, любовь, абсолютно позитивное общение, которое людей сближает, делает родными. Мужчина будет стремиться к взаимности. Если опять же вот к 5 чаш обращаться, мужчина намерен что-то исправить в себе, если виноват он, или будет пытаться вам объяснить, что вы, допустим, были неправы, если виноваты вы. Также есть здесь такой вариант. Мужчина понимает, что он вас любит, он видит рядом с вами свое счастье, у вас могут быть гармоничные, счастливые отношения, и будет пытаться обновить ваши отношения, освежить, вдохнуть в них свежий ветер перемен. И даже если, допустим, у него возникают порывы оставить все в прошлом, он понимает, что счастье-то он больше ни с кем не обретет, что лучшее между вами еще впереди, что ключики друг к другу вы свои еще не потеряли. 10 чаш нам говорит, мужчина с вами планирует и связывает свое счастье. Есть мужчины, которые планируют с женщиной семью, детей. Смотрим, для чего вы встретились. Маг. Карта возможностей нам вышла. Маг нам говорит, вы встретились для того, чтобы начать новый жизненный этап, практически с точки отсчета. Для вдохновения,
обретение новых жизненных сил, энергии для достижений жизненных, и не только в личных отношениях, но и для того, чтобы по жизни смело идти, проходить трудности смело или не видеть этих трудностей вообще. Для того, чтобы умело обходили стереотипы любви, ловко и успешно разрешали конфликты в тех же отношениях, ну и чтобы направляли чувства в нужную сторону. Но здесь основное для того, чтобы расставить все жизненные приоритеты по полочкам. Что важно, что не важно. Что значимо в жизни, что не значимо. Ну и маг — это все-таки начальный путь для того, чтобы научиться строить отношения. Для того, чтобы смело начинать новое. И не бояться этого нового. И опять же, это может быть в любой жизненной сфере. Простой пример, да, может быть, кто-то работу вдохновится, поменяет. Или займется тем, чем раньше не решался заняться, боялся. Как будто люди встретились для чего? Для того, чтобы друг друга сделать грамотными, более умными, более развитыми. Но и для того, чтобы окрылить друг друга. Так что будет дальше? Смотрим. Двойка мечей. Здесь нам показана, скорее всего, притирка. Даже на этой карте. Люди друг другу что-то доказывают, пытаются договориться. И договориться не только друг с другом, но и со своим внутренним миром. Что будет? Будет поиск компромисса, который постепенно будет приводить к поиску новых интересов или взаимных интересов. Двойка мечей, да? Смотрите, вот вы уже в одном орешке. Но еще пытаетесь... Картинку четче сейчас вам сделаю. Но еще пытаетесь друг другу противостоять, как будто показываете друг другу свой характер. Вот для тех, кто в ссоре, двойка мечей говорит, что будет скорое примирение или перемирие. А почему? Потому что чувства еще не остыли, и каждый это осознает. При этом чувства могут быть очень сильные. Двойка мечей, да, каждый осознает, что чувства сильны. Двойка мечей нам также говорит о том, что то, что еще вчера оказалось невозможным, скоро окажется вполне осуществимым. Или вы, или ваш партнер захотите показать свои лучшие качества. А вот если у вас сейчас все хорошо в отношениях, то двойка мечей может говорить о том, что могут воспылать эмоции, и каждый опять же захочет показать свой характер. То есть затишье может быть временным. Давайте смотрим итоговую карту, к чему все придет, к чему все движется. Принцесса жезлов. Принцесса жезлов. Взаимный интерес. Страсть, переписка, получение сообщения. И так как у нас здесь император, скорее всего, мужчина что-то напишет вам. Даст о себе знать. Мужчина проявит смелость, энтузиазм. Пажик жезлов говорит об очень хорошем старте. Это прекрасная возможность для обновления отношений, возобновления общения или развития отношений. Для сближения и поддержания страсти. Говорит о романтической привязанности, о результативном флирте. Может быть, вы флиртуете, нам здесь это показывает, это у вас будет активно продолжаться. Влюбленность, симпатия, интерес. Это все здесь есть. И, конечно же, прекрасные шансы для начала и продолжения отношений и развития их. Пажик жезлов говорит о прекрасных перспективах. И эти перспективы основаны на подлинном чувстве и откровенности. То есть это обоюдное желание стремиться дальше вместе к развитию. Кто-то, конечно, у нас о детях начнет говорить, все-таки в планах мужчины десятка чаш, семья, дети. Но император на дне колоды только подчеркивает все сказанное, и в первую очередь десятку чаш, планы мужчины. Подчеркивает интерес мужчины, перспективы отношений, планы или строительство нового дома. Император нам говорит, что мужчина не боится ответственности, и можно сказать, что он к ней готов вполне. Но здесь мужчина относится по-хозяйски к вашим отношениям, стремится к лидерству и считает себя авторитетным для вас или хотел бы быть таковым. Император подчеркивает настойчивость мужчины, его готовность к действию, его уверенность в себе и в правильности своих решений. Но и, судя по раскладу, уверен в правильности своего выбора в отношении вас. Вот так у нас получился сегодня расклад на отношения. Давайте будем его заканчивать. Сегодня для бережка предлагаю взять десятку кубков и вот этого императора, который у нас здесь вышел на дне колоды. Вот эти две карты, остальные давайте соберем.
Туз жезлов, смотрите, у нас после императора. Опять же, говорит о прекрасных перспективах, о больших возможностях между вами. Так. Напомню, обережки можно скринить, время от времени медитировать, привлекать в жизнь желаемое. Сегодня у нас обережки. 10 чаш. Счастливая семья, взаимная любовь, светлая полоса в жизни, истинное счастье. У каждого счастье свое. Император. Дом, муж, сильный мужчина рядом, надежный мужчина, ответственный. Мужчина, с которым как за каменной стеной. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я желаю вам всего самого доброго, самого светлого. Всем пока, до скорых встреч!